История, в которой кто-то узнает себя, начнет худеть и после этого больше никогда не наберет вес. Молодая девушка сидит на диване и чувствует, что под ее ногами мокро. Она смотрит на пол, видит, что вода прибавляется, что воды уже по щиколотку, и она берет кружку и начинает эту воду вычерпывать. Понимает, что она вычерпывает, вода уже не прибавляется, но и меньше воды не становится. И тут к ней приходит соседка и говорит: так ты кружку побольше возьми, начни большой кружкой вычерпывать. Она берет большую кружку, начинает вычерпывать, уже устала, приходит еще одна соседка и говорит ей: слушай, да ты то, что большой кружкой вычерпываешь, тебе, во-первых, нужно быстрее это делать, а во-вторых, ты там руку неправильно держишь, нужно большой грибок делать, а не маленький. И вот она уже с большой кружкой делает, вычерпывает эту воду всю правильно, а воды все равно меньше не становится. Ей говорят: ты просто неусердная, тебе нужно быстрее делать, это больше нужно делать. И вот она вычерпывает эту воду, и понимает, что воды, да, действительно становится уже меньше, но она видит, что капает с потолка, струйка бежит с потолка. И ей говорят: так ты зачем воду вычерпываешь? Ты вот лучше с тазом стой и вот лови эту воду. Она уже ловит эту воду с этим тазом, но вода как бежала, так и бежит. Кто-то к ней приходит и говорит ей: слушай, Маша, да тебе нужно не только эту воду вычерпывать, тебе нужно дырку эту закрыть из потолка, чтобы не текло. И вот Маша закрыла, держит эту дырку, по руке вот так течет. Ей говорят: Маша, тебе нужно двумя руками держать. Это она держит двумя руками. Потом кто-то приходит к ней и говорит: ты неправильно, Маша, неэффективно ты держишь. Нужно тряпку взять. И вот Маша берет тряпку и держит уже эту воду тряпкой. И вроде бы действительно помогло, в квартире уже сухо. Но только как после того, как она убирает эту тряпку, вода с двойным напором начинает оттуда литься. И кто-то ей говорит: да ты, Маша, просто плохо держишь, ты просто не хочешь. Ты вот, Маша, не можешь себя заставить держать эту дырку на потолке, из которой льется. И Маша уже не знает, что делать. Кто-то к ней приходит и говорит: так тебе нужно вообще-то одновременно и дырку там держать, и таз подставить, чтобы, не дай бог, если у тебя по руке потекло, и еще и вычерпывать. И вот бедная Маша уже не знает, как разрываться между тем, чтобы вычерпывать воду, собирать то, что накапало, и закрывать эту дырку. И вот Маша уже что делать, уже смирилась с этим, и кто-то ей говорит о том, что одни ей говорят: Маша безвольная, не может себя заставить вычерпывать воду, кто-то говорит, дает какие-то советы, что да у меня такая же ситуация была, у меня ванна протекла, я просто очень сильно хотела, поэтому я все вытерла, и у меня вот теперь в доме сухо. И Маша понимает, что ей это не помогает. И Маша уже отчаялась, ей говорят: слушай, так ты смирись с тем, что у тебя жизнь такая, нужно принимать это все, что у тебя происходит. И вот Маша сидит у себя дома, уже в сапогах, уже привыкла, вроде бы уже и не так все уж плохо, хоть и мокро, хоть и сырость, но уже, знаешь, привычное все такое, родное, уже нормально все. И вот там струйка бежит по батарейке, вода потихоньку прибавляется, но Маша уже привыкла и как-то вроде бы уже поздно что-то делать, потому что я уже все пробовала, думает Маша, я уже это пробовала, и то пробовала, мне ничего не помогает. И тут появляется сосед другой, пусть его Данил зовут, и он говорит: слушай, Маша, что ты тебе вот тут мокро, тебе самой комфортно? И Маша: да вроде бы комфортно, вроде бы да нет, уже подпривыкла. И он говорит: слушай, а давай пойдем к соседям, у тебя же соседи тебя топят. Она говорит: да, давай подождем, может само все решится. И он говорит: слушай, пока ты не решишь сама, это само все не решится. И вот они берут эту Машу за руку, идут они к соседям, находят причину, оказывается, соседи сами не в курсе были, где-то у них там за стенкой батарея текла, и вот они перекрыли эту батарею, и потом Данил ей уже говорит: вот теперь, Маша, можешь и воду вычерпывать, и таз подставить, и тряпками там собирать, чтобы тебе не текло. Конечно, что-то там остатки какие-то капают, но мы там сейчас чуть-чуть подотрем, воду полностью вычерпаем, и в твоей квартире будет сухо, и вода больше не будет набираться. Я думаю, что к этому моменту вы поняли, что это такая аллегория на похудение, что все продукты на рынке, которые предлагаются, что в медицине,
какие-то операции, что таблетки, что бег, что вычерпывание, да, это всего лишь решение последствий, а не решение причины проблемы. Давайте на обычный, да, язык теперь. Вот есть девочка какая-то, которая хочет похудеть, и вот ей первое, что в голову приходит, вот что она видит, то она и хочет решать. Она видит, что у нее лишний вес, и первое, что ей приходит в голову, это избавиться от этого лишнего веса. Она начинает тренироваться, и тут ей говорят, что ты не так тренируешься, ты не это делаешь, ты неправильно тут ноги ставишь, тебе нужно вообще-то бегать надо начать, а не там приседать. Кто-то говорит, не нужно тебе бегать, нужно вот так правильно бегать. Кто-то говорит, тебе рот нужно закрыть. И после этого, естественно, она тоже пытается начать меньше есть, у нее не получается, потом это выливается в еще большее переедание, и ей говорят, да ты просто плохая, ты просто не хочешь себя заставить, ты безвольная, ты не замотивированная, ты безответственная. Естественно, это не помогает. И чтобы ты похудела, в первую очередь нужно найти причину лишнего веса, решить ее, и только после этого уже, либо параллельно с этим решать вот эти последствия. И в таком случае ты обязательно похудеешь и больше не наберешь вес. А все предыдущие варианты, они помогут, скорее всего, похудеть. Большинству, конечно, не помогут, но какой-то категории людей помогут похудеть. Но если причина не будет решена, то вес вернется обратно, как эта самая вода. Потому что даже если человеку сделать операцию там, на урезание желудка, либо липосакцию, это все, вот Маша уже очень активно вычерпывала, уже там заткнула. И вроде бы даже как бы большой струей не бежит, а просто капает. Но так как причина не решена, а визуально вроде бы сухо, то вес, как и вот эта вода, будет возвращаться. Поэтому, если ты хочешь похудеть и больше не набирать вес, решить причины, из-за которых этот вес набирается, ты можешь прийти к нам, но сразу тебе скажу, что тебя здесь никто не будет пинать, никто тебя не будет заставлять, потому что насильно никого нельзя похудеть. В первую очередь ты должна сама захотеть изменить свою жизнь. Мы тебе поможем, чтобы найти причины, по которым это происходит, поддержим тебя. Потому что, опять же, говорю, нельзя насильно помочь человеку, если он сам сопротивляется. И если ты готова изменить свою жизнь в лучшую сторону, так, чтобы ты себя чувствовала комфортно, чтобы тебе не приходилось свыкаться с той ситуацией, которая у тебя сейчас есть, чтобы ты это делала не потому, что надо, а потому что хочется, чтобы ты хотела это делать, чтобы ты хотела увеличивать свою активность, чтобы ты хотела менять свою жизнь, чтобы ты хотела чувствовать себя более здоровой, чувствовать себя более уверенной, более сексуальной. То есть с позиции «хочу», то есть делаю то, что хочу, а не делаю, потому что надо. Не потому, что мне кто-то сказал, а потому что я сама хочу изменить свою жизнь. И дело в том, что чем дольше человек откладывает решение вот этой своей ситуации, тем сильнее она закрепляется в его голове. Что я имею в виду? Вот есть какая-то, да, триггерная ситуация у девочки, из-за которой она переедает, эмоциональная. Там, с парнем какая-то ситуация происходит, или на работе, либо еще что-то. И вот чем чаще она повторяется, как это обычно, да, происходит, какая-то триггерная ситуация, переедание, и после этого происходит, человек начинает себя винить, корить, говорить, какой он безвольный и так далее. Так вот, чем чаще эта ситуация будет проходить, тем жестче эта связь закрепляется в голове, и тем сложнее ее потом будет решить. А во-вторых, это начнет перекладываться на какие-то другие ситуации, потому что на самом деле вот девочки, которые хотят похудеть, таких триггерных ситуаций в ее жизни не так много встречается, там 1, 2, 3, но чем дольше время проходит, тем их больше становится, и тем сложнее человеку решить это все. Поэтому лучше с этим, конечно, не затягивать, начать решать трудности, которые возникают уже вот в моменте, а не ждать, пока они сами решатся, пока там соседи сами догадаются, что у них что-то течет. И обязательно подписывайся на канал, потому что здесь я буду делиться своими какими-то мыслями, буду делиться мыслями девочек с нашего курса, с нашего проекта, которые уже изменили свою жизнь, которые радуются, которые говорят, которые хвалят меня, приятно. И, возможно, одна из этих девочек будешь ты. Обязательно ставь лайки, это поможет другим девочкам увидеть это видео, узнать тех вещей, которые они не знают, и они наконец-то выйдут вот из этого круга
гречка, макароны, бег. Чтобы они кушали вкусно и радовались жизни.